Короче, я понял, что как только вернусь в Москву, я сразу сделал лазерную коррекцию зрения. Сегодня снимаем ролик для моих маек. Федор Шмидт рассказывает о бизнесе. Делаю, допустим, 50 маек. Привет, как обычно, долго не виделись. Я слетал уже в Африку, на Мальдивы, снимал календарь для плейбоя, за который мне, кстати, до сих пор не заплатили. Виталик, привет. Передаю тебе пламенный, жду очень от тебя звоночка. Но перейдем к туловищу влога. В свое время я заработал какие-то экстра накопления и начал думать, во что же их вложить. Естественно, в идеале деньги должны работать и зарабатывать новые деньги, поэтому я замутил всю эту историю со шмотом. Но также первым приоритетом должны являться здоровье и качество жизни. Тут я и вспомнил про самое очевидное, свое зрение. К тому времени оно было где-то около -5, и я уже не помнил, как выглядит мир в резкости. Даже выписываемые мне очки исправляли его не только лишь полностью. Вернее, смотреть могут не только лишь все. И мало что могли с этим сделать. Я мог перепутать Герду с Пончиком, а маленькую черную трансгендерную девочку-инвалидку с мерзким цисгендерным белым чуваком. Как их земля носит. Да, так а ведь это терабайт информации, постоянно проходящей мимо. Информации, которая тебе тупо недоступна. Это меня постоянно расстраивало. До кучи очки вечно ломались и пачкались в масле. Летом в воду в них не нырнешь, солнцезащитные не наденешь вместо них, и модно не зайдешь в метро. Ну а если сесть на такое лицо, то можно порезаться. Дети, не играйте за стеклом. Зимой они вечно запотевают. А когда потеряешь их где-то дома, можешь смело ложиться и плакать весь день. Потому что найти их на ощупь сложнее, чем повод гордиться этой страной. Короче, я понял, что как только вернусь в Москву, я сразу сделал лазерную коррекцию зрения. Я под вечер наконец доехал до Катерины. У нас сегодня первая за этот месяц съемка, и за прошлый, наверное, тоже. Я очень мало сейчас снимаю. Я хотел показать эту хату, она очень крутая. Здесь нет комнат, по сути, здесь просто огромное пространство, и какими-то капсулами сделаны спальня и ванна. Причем ванна сделана стеклянной капсулой, а спальня сделана, видите, они даже до потолка не доходят, такими какими-то коробами. И здесь дохерища места, света, и просто пиздец, как круто все это выглядит. Пол поднят от основного пола. Можно так спотыкнуться, нехерово. А, да, вот это, кстати, такое не особо, и там здесь мы пойдем еще в другой спальне. С одной стороны, типа, прикольно, но черная. Ну да, длинновато. Не знаю, как-то так. Ну, прям, чтобы по шарике, знаешь, так шло, можно сделать, чтобы они снизу немножко торчали. Давай попробуем, сестра. Да. И вот немножко назад такой просто. Левую, правую руку ниже. То есть туда как-то тянуть, оттягивать. И пальчики старайся вот прям, знаешь, прямо так вот, чтобы они... Опять выгибаешь чуть больше. И ниже руки более симметрично. Физика процесса такая. Врач может увеличить фокусное расстояние линзы роговицы, чтобы сместить диапазон возможной фокусировки в оптимальную область. Вначале человек проходит полное обследование, он должен быть абсолютно здоров, по крайней мере туловищем. Второй раз за неделю сдаю кровь, а все потому, что в первый раз мы забыли сдать общий анализ крови. Глаза закапывают расширяющими зрачки препаратами, чтобы посмотреть глазное дно и так далее. Видок при этом не самый адекватный. Измеряют толщину роговицы, от этого зависят всякие возможные варианты операций. И после этого операция через неделю. А вот наконец настал тот час. Сегодня 0 градусов. Я еду на операцию. В ногах сладкое послеболие. Только что отправил дизайн первых 3 прототипов маек и футболок на производство. Создал на Патреоне новый тир. Ну и как-то подразумеваю, что сегодня глаза я особо нагружать больше не буду. Процедура такова. Я приезжаю туда 12:10. И где-то в 2 я уже, скорее всего, буду свободен.
Они сначала меня накачают какими-то наркотиками. Сейчас надо ждать, пока переварится обезболивающее. При этом я развлекался дыхательными упражнениями, чем свел свой пульс к нитевидному. Так что, когда дело дошло до операции, я был примерно в состоянии поевшего удава. А это очень удобно, потому что лишний адреналин в эти минуты вообще не к месту. Вы в сознании лежите на спине. Потом они отрежут мне кусок головы в районе глаза. Потом на место приделают, выпарив какую-то часть изнутри лазером. Пахнет при этом палеными волосами. Ну как отрежут? Скорее надрежут и отковыряют, а потом обратно заковыряют. Ладно, не буду вас пугать. Все так страшно, как звучит. Мне нужно было надеть ХБ, майку, взять с собой сменную обувь, паспорт. И у меня должен быть сопровождающий, если я буду не в минос и слепой. И не бухать за сутки. За сутки, целые сутки нельзя бухать до операции. Еще одним условием было взять с собой темные очки. Я взял 2 пары. Одни не совсем очки, это маска от пыли с Burning Man. Я не знал, какие лучше пригодятся. Вторые это Porsche. Я их использовал на Эльбрусе в горах. На самом деле все длится около 4 минут и довольно терпимо. Самое, наверное, болезненное это когда в самом начале вставляют расширитель в глаз, чтобы веко было растопырено. Возможные риски связаны с истеричными людьми, которые не смогут успокоиться, не будут смотреть на зеленую точку в момент, когда над ними работают инструменты. Или плавит лазер. Еще у кого-то потом неделями возникает боль от света, но у меня вообще такой проблемы не возникло. Может быть, кстати, как раз потому, что они дергают глазом, и у них лишние какие-то аберрации потом появляются. В принципе, в таких операциях осложнений бывает крайне мало, зато облегчений много. У меня лично из побочек было ощущение песка в глазу где-то месяц, и я не мог сидеть за компом дольше нескольких часов, несколько недель подряд. Быстро сохнут глаза. Но это вообще ни о чем. Йоу, сегодня снимаем ролик для моих маек. Женщина 1. Ребят, в квартире не так много чего изменилось, но мы наконец-то сделали черновые работы. Сейчас я приостановил вообще ремонт на осень. Я хочу пока врубить тепловую пушку, потому что здесь не сильно тепло. Вот тут мы будем читать глаза. Это Таня называет гетры. У меня носки такие. Почти. Сейчас посмотрим, что она здесь натопит нам. А слушай, а ты круто, слушай. Да. Карандаш твердый или нет? Мы только зашли, только начали переодеваться. Все дела, началась какая-то пожарная сигнализация, включилась во всем доме. Я так понимаю, надо эвакуироваться. Что, смотришь? Короче, только они оделись, закончилась эта хуйня. Заебись. Надо было просто сразу одеться. Тем временем закат проебывался. Забываю снимать влог, потому что снимаю видео. Сейчас этап мы нанесли грунтовки все. Сейчас подождем, пока она высохнет, и будем рисовать глаза сами. Контура. Надеюсь, больше не будет пожарной тревоги. Бля, пожарная тревога напомнила мне про Burning Man. Есть. Да, но вы будете покрыты пылью, мне кажется, если мы намажем. Итак, эта грунтовка, она высыхает. Потом мы включим проектор. Где вторая? И заебошим картинку на стену. Офигенно. Давай-ка вырвем этот цвет. Да, с проектом, конечно, гораздо быстрее. Вау! Ну вот что такое. Нифига себе картину взяли, просто проектор просветила, все зашли. И теперь самую верхнюю часть доставай, сверху его. Во, все, супер, идеально, все, да, все, не трогай. А он, мне кажется, кривоват немножко? Идеально, нет, супер ровно. If you don't use it, you lose it. I feel myself slip away. Сейчас ты можешь руки прямо вверх потянуть и растянуться, и максимально выгнуть спину. Угу. А теперь чуть пониже туда сместись. Опять ручки назад. Назад. Вытягиваешься, да. Ножкой на носочки. Поменяй ноги. Ага. Последние минуты заката. Сейчас мы здесь поснимаем немножко видос и продолжим
фото. Давайте посмотрим, что мне привезли за образцы маек. А может мы тебя сейчас не поснимаем заодно? Ну, очень больше получается. Кстати, как платье изменилось пока. Ну да, я так и думал, только я думал, что будет М поменьше, выглядит как Элька. Можешь накинуть, кстати, сразу. Сверху? Ну так, чисто, если посмотреть. Ну да, длинный, конечно. Ну, блин, ну как платье получается. Еще, например, какие-то сапоги, то есть будет классно. Это что, это идет как мужская или нет? Либо такой будет, как для девушек? Это университет. Я не думаю, что это же пробная партия будет, так что там куча разных вырезов точно не будет. Классно, мне нравится. Такое. Ладно, пойдем на видео. Так, давай на вот еще просто сниму, как отсюда смотрится. Давай опять все то же самое. Ручки вверх. Ну, камера, конечно, не тот совсем диапазон. Угу. Ну да, вот как-то так, без фотошопа. Снова балуемся как-то с этими одежками. Не умеешь ты волос с одежками? Блин, что я могу сделать? Я стараюсь. Ну ты прям вот, прям максимально там гладишь себя, как-то вверх-вниз таскаешь шмотки. Не получается. Ну типа того, да. Можешь оттянуть вверх, как я прям не закатываюсь как-то в бок. На цыпочки, да. Ладно, скучновато чуть-чуть. Не, нам надо веселее. Спустись вниз. И ложись на шубу. На живот. Куда? Вот так на попке. Попка ко мне, то есть ногу на бок, знаешь, как бы одна нога будет что ли здесь. Я думал, ты прям ляжешь. Хотя так тоже прикольно. Ну так получится раком как-то совсем. Хотя тоже прикольно. Давай, давай. Ну вот как-то так, да. Ну что, друзья, я дома. И особо не было настроения, состояния вести влог после операции. Да и сдохла батарея, мне тем более лень было ее менять. В глазах такой песок. Я уже чувствую, что зрение у меня намного четче, лучше, чем в очках было до этого. Но приглядываться особо тоже желания пока нету. У меня нет никаких прострелов яркости, не болят глаза от света, просто ощущение песка, в левом его больше. Я с собой взял еще вот эти вот очки от пыли из Burning Man, но мне сказал врач, что это too much, можно их не надевать. Хотя они темнее, я думал, что если будет совсем светло, я их напялю. Еще я взял вот салфетки, мне там продали сразу, и капли, которые надо капать каждые 2 часа. Сейчас немножко, наверное, прибитый. Давайте, когда я буду более здоровый и живой, я вернусь к этой теме и освещу для вас полноценно. Зато на следующее утро я проснулся как под кислотой. Деталей было так много, что это казалось нереальным. Это первое ощущение просто жесткое. Его сложно передать тем, кто его не испытывал. Йоу, первое утро после операции, я вижу все более чем резко. Песка в глазах намного меньше. И мне сказали, что нельзя мыть глаза первые там несколько дней, поэтому я их вообще старался не трогать. И с утра у меня там просто какая-то каша была в глазах. Я их там какими-то марлевыми салфетками стерильными отмыл, и вроде как все неплохо. Ну, первое впечатление, конечно, очень странное. На улице особенно все резко кажется. Это очень необычно, потому что деталей чересчур много. И я заметил такую тему, что фокус внимания, который обычно направлен внутрь, на внутренний диалог, на какие-то стратегии, тактики, сейчас резко оказывается отвлечен на что-то внешнее, на травинку, номера машин и так далее. Хотя напоминает это тот случай, когда мне в руки попал бинокль или подзорная труба, ты с ним балуешься 2 минуты, смотришь, что там вдалеке,
Потом, наверное, все равно доест. Бля, честно говоря, это так резко, что кажется психоделично. Слишком как-то ненормально. Я этого не представлял. Поэтому нервная система немножко возбуждена. Если аккуратненько, то мне сказали, что через месяц, через неделю уже можно начинать потихонечку веса тягать. Но к своим рабочим весам возвращаться только через месяц, а повышать только через 2. Ну и все остальное, там пиво хоть, блядь, в пятницу, завтра, в смысле, можно уже пить. Хотя я не особо стремлюсь. Глаза, оказывается, можно мыть руками уже. Все уже приросло, и по сути, то есть первые сутки было опасно лоскут этот содрать. Сейчас он уже прирос, и только если я его буду там тереть щеткой зубной. Стоит такой опыт не более $1000 и 4 минут довольно терпимых, не очень болезненных ощущений. Ну и потом месяца вообще легко переносимых, не очень неудобных ощущений. Зато теперь я вижу любую херню, и нахуй зависимость от очков даешь зависимость от комментариев и лайков под влогом. Который-то сейчас уже снимаем. Ну вот как-то так. Скрестил Sony с Canon. Довольно кривая конструкция получилась, но нам хватит, наверное. Хочу попробовать поснимать. Даже не знаю, как это называется, когда перемешиваются кадры с двух камер с огромной частотой. Вот, давайте мы наденем опять ничего, кроме маек. Таня там целый день ест. There's no abuse, so don't confuse it. I don't want help, I just need space. Мы в кои-то веке закончили, сейчас 10. Вот результат первого дня. Таня, нажми пробел на... Да, ты такой симпатичный, смотри, просто. Сейчас подкрасится, или... Ты что-то другое нажал. А, ну вот. Вот если так его оставить, то, в принципе, норм. Вот так надо терроризировать людей под кислотой здесь. Все, теперь мы идем есть и спать. Второй вечер пошел в нашей съемки. У нас здесь уже практически законченный черный на стене. Мы что-то ни хрена не снимаем на влог, но мы спиздили сегодня тележку, чтобы мочь комфортно в холодных условиях, не уходя далеко, снимать первую часть видоса. Да, сегодня у меня сдох MacBook. Я в какой-то веке воспользовался своим Asus'ом. If you can't feel it, you don't need it. В этой телеге будем снимать завтра теоретически ноги. Чтобы вы понимали, как у меня зрение, если вы будете стоять спиной к европейскому, я вижу слово азимут, а нижнюю строчку вот стою 5 минут. То вижу, то не вижу. Не могу разобрать, там что-то сеть или отель, и второе слово не вижу. Ем шаурму и не вижу. Сука, отель, огонь, очень. Что-то на О, по-моему, или на С. Круглые буквы лучше видны. Если хочешь посоревноваться со мной в зрении, приезжай на европейский и посмотри на азимут. Короче, там какие-то 3 буквы и еще 3 буквы. Будет тебя снимать из кустов. Но она так ёбнется, мне кажется. Так, ну вот, почти. Да тут против света вообще ничего не видно, но все будут фантазировать зато. Здесь мы сползли со стола. Мы тут сейчас хотели только с рукой поснимать и переключить опять на вот такие темы. Смотри, точно так же, только ко мне лицом. Хотя давай так тоже начнем, мне попа тоже нравится. Окей.
успел крайне запарное время, мне это и нравится. И, естественно, туловище очень сопротивляется такой плотной загруженности. Тем не менее, это прикольно. Это как будто бы я вышел на новый уровень. Ну, хотя не стоит, конечно, заранее гордиться. Может быть, это все закончится через неделю. Что же происходит в данный момент со мною? Я вроде как выздоровел вчера. Я все-таки наконец-то выжил до 300 килограмм. Ура! И я записал тренировку ног. Завтра у меня операция на глаза. Сегодня я встречался с художницей по поводу росписи стены. Вторые сутки при этом я делаю наношу дизайн на лекалы, которые мне прислали. Блять, это такое мозгоебство. Учитывая, что я не знаю иллюстратор, я делаю это в фотошопе с PDF-ами. Все это надо совмещать. Стену нужно сделать после того, как будут готовы майки. Проблемы там у нас с художницей, у них там какие-то... У нее муж, она стесняшка. Параллельно сегодня мне звонили из американского посольства, сказали, что приостановили мне визу из Америки в Америку. И мне нужно ехать туда разбираться с причинами по этому поводу. Параллельно мне делают сайт, мне нужно срочно, блять, выбрать какие-то там шрифты. И из-за того, что налоговая... Господи, все бы это вспомнить еще, блядь, сколько всего происходит. Из-за того, что налоговая ошиблась в моей фамилии, затормозился процесс проверки информации PayPal, бизнес PayPal. Сайт не может в итоге ничего продавать, пока PayPal не проверит ИП, а ИП не будет исправлено налоговой. Да, еще, естественно, мой магазин до конца не готов. А со второй стороны, Shopify еще нужно оплатить. Во, кажется, все вспомнил. Да, еще сегодня, да, мне заблочили на втором канале закрытые ролики, которые я выкладываю для Патреона. Мне нужно купить на Vimeo еще подписку. Вот это все происходит за двое, примерно трое суток последние. Это прекрасно. Самое главное, при всем этом кошеверте, не пытаться удержать это в голове. Внимание может максимум сосредотачиваться на 2-3 вещах одновременно, и вы все проебываете, и вы паритесь по этому поводу, и можете переносить свое внимание на какие-то определенные задачи. Только вынося свои цели за пределы своей маленькой головы, храня в какой-то системе упорядочивания, вы можете потом постепенно, по кусочку это все делать. Ну что, дожили. Федор Шмидт рассказывает о бизнесе. И это вторая тема сегодня в одном влоге. И что дальше? Дальше Лукашенко без усов. Лучше быть Что может диктатором, быть чем еще голубым. необычнее? Ладно, бизнес. Инфо-цыгане, расступитесь. Как там правильно? Главное, значит, 69 целей в день. Квантовое изменение мыслями материи и мотивация, успешный успех. Давайте я просто расскажу, как у меня получилось или не получилось то, что я думал и делал, пытаясь создать какой-то микро- или мини-бизнес со шмотом, вот с этим. Итак, когда-то мне просто нравилось путешествовать, снимать и тусить, и я думал, что я такой классный, и все у меня хорошо. Но потом я встретил Диму с Витей и моих почти ровесников-бизнесменов, которые сделали себя сами, оставшись без документов в чужой стране. И тут я выяснил, что чтобы купить ламбу или яхту, надо что-то делать еще. У меня стало жестко бомбить, что я расслаблен был всю жизнь и никуда больше не стремился, дальше того, что у меня самому получалось. И потом на этом бомбеже у меня были довольно удачные спекуляции на биржах, но затем окно возможностей закрылось, и я опять пришел к тому, что надо что-то новое делать. Долго я тогда не думал, потому что меня почти каждую неделю спрашивали, где я покупаю шмот. Я очень любил какие-то необычные костюмы, и мне все хотелось заполонить глазами. Параллельно на тот момент у меня было более 500 000 американских подписчиков, а это самая платежеспособная аудитория. Значит, я всегда мыслю схемами и сразу придумал себе идеальный план-капкан, как будет выглядеть алгоритм моего открытия магазина со шмотками, хорезами и принтами. И как только я нарисовал ее, она дала мне дикую дофаминовую мотивацию. Вы можете видеть это по моему одухотворенному лицу в начале осени. Особенно приятно было, когда очередной прямоугольничек становился зеленым, то есть выполненным. Кто первый? Блин, я крайне беспокоюсь, когда мы снимаем в общественных помещениниях. Теперь мне комфортно в моей конуре опять оказаться. Девочки очень шумные. Нарушают общественный порядок. Бля, как называется стиль, который она включила? Вот отвечай. Все, там есть. Это наша. Изящность. Изящность. Не, у меня так раз прикинь, мне удачно. А я... Это не рабочая сторона моей руки. Я
Скудный бэкстейдж с этих 4 дней. Но это все потому, что мы не бухаем. Тем не менее, да, здесь вот какие-то у нас такие бэкстейджи есть. Вот тут тоже таймлапс какой-то стоит. Вот. И я сейчас буду делать опять вот такую вот конструкцию из 2 камер, чтобы хуячить психоделические кадры. I'm out of breath. Is it too late? Ребят, мы дожимаем этот день световой. Ой, я все хожу с этой дешманской самодельной шнуровой херней. Интересно, что получится. Бабульки сидели, я подхожу, говорю, разгони бабульку, издеваются. Вот так выглядит образец наших футболок. И они, походу, длинноваты, мы будем их укорачивать. Но мне, типа, как-то нравится. Не знаю, мне просто нравится этот принт, поэтому мне нравится все, на чем он есть. Сейчас мы сделаем металлический столбач с первыми образцами и близится ночь, мы все еще снимаем. Естественно, мы снимаем до победного, потому что мы очень заряжены, но не веществами. Итак, у нас здесь практически цензурная Катерина, да, у нас ничего не видно. Ну, вы видите, какая у нее клевая кожа, длинные ноги. Все остальное еще даже лучше, вам так скажу. Не знаю, как вас поставить, чтобы было не палевно. Потому что будет палевно отсюда. А снизу будет? Во, отсюда твои ножки торчат. Цвет свободен или Не, мне этот цвет нужен только, чтобы тебя видеть. У меня же вспышка. Я взял с собой софтбокс 60×60, но я вообще не пользуюсь. Здесь такие стены охуенные, что можно отражать совершенно нейтрального тона цвета. Очень удобно. It was about 6:15 in the morning. I'm drunk and I'm high and I'm in Chicago. Now, I had just stumbled out of some club somewhere I can't even remember. Парни дорвались наконец-то сейчас. Почти увидите сиськи. Мы сейчас пытаемся использовать ландшафт в качестве удовлетворяющих Инстаграм оголений. И вот мы нашли куст. Этот куст закрывает ровно грудь и наши члени. Очень красиво смотрится. Так, а как мы там, помнишь, что руки-то выйдем? Это моя любимая тема. Ты еще так посмотрел в бок, прикольно. Руки опять надо вверх, вниз, повыше по талии поверни эту руку, веди. Стой так. Даже шрама не видно. Давай-ка свои глаза. Так, а ну-ка правый. Парни без очков, заебись. Вот сейчас бы они все были в маске, я бы хуй его видел. Now, the whole way down to the Hyatt, he kept looking at me through the rearview mirror with his real suspicious stare. I ain't pay him no mind though, cause a brother like me was just interested in the beautiful Chicago skyline, the way it looked from Lakeshore Drive, all sparkling and clean in the sunrise. As we pulled up to the luxurious hotel. Все, давай стол. Ребят.
У меня был идеальный план. Все было очень красиво. И вот прямо к регистрации ИП должен был быть настроен Shopify, подключен PayPal бизнес и доделан сайт. И все бы это одновременно привело к запуску продажи Хореза. Примерно за неделю за полторы до продажи шмоток. Меня подвела российская бюрократия и налоговая, которая зарегистрировала мой ИП через букву «ща», блядь. Ну вот, теперь мы вынуждены потратить на 7, 8, 10 дней больше, не знаю, посмотрим. А кто говорил, что будет все гладко? Всегда должны быть какие-то кризисы непредсказуемые, риски надо закладывать. Короче, списался я с лекальщицей и понял, ну, она начала мне вопросы задавать, я понял, что начинаю сыпаться. Смотри, вот как я делал на старте. Я сделал всего 2 размера, S и L. Сначала я думал, знаешь, там сделаю, допустим, 50 маек. Недостаток новой информации заставил меня искать кучу людей, чтобы вот получать эту информацию, чтобы обучаться чему-то новому. Параллельно я сам копал тонны материала в интернете. Весь телефон был забит тканями, всем этим дерьмом. Все постоянно менялось, график постоянно перестраивался. И то, что давало мне сначала огромную мотивацию, спустя месяцы чуть не привело меня к депрессии. Или привело. Если вы смотрели прошлый влог, то знаете, что очень большую роль в ее формировании играет ощущение, когда ты не можешь повлиять на негативные процессы в своей жизни. Так вот, осознание того, что в твоей идеальной схеме могут поставить жирное многоточие, какие-то некомпетентные бараны, на которых ты тратишь тонну времени и кучу нервных клеток, а результат все равно может быть запорот. Как вы поняли, такое тоже легко может потащить запасы наших любимых моноаминов. Тем более, что я в этот период завязал со спортом после операции на глаза и сидел дома, втыкал в комп, настраивал сайт для хорезов. А косячили все и везде. Потом я пинал, это исправляли и потом снова косячили. Параллельно пришел еще один пиздец в спину. Под конец года был заблочен мой основной аккаунт в Инстаграме, где сидели как раз мои те самые американцы, на которых я и ориентировался, создавая англоязычный магазин с платежной системой PayPal, которая у всех американцев с рождения там привязана. Зацените, что происходит. Здесь у нас, значит, Юля разминается. Она тут в кои-то веке оказалась в России, а я вынужден доделать лекало для образцов, потому что у нас должна состояться съемка для этих шмоток на днях. И если мы не успеем, тогда все это пойдет по пизде. Я, короче, должен сейчас это доделать и отправить на печать. Поэтому Юля вот скучает шпагатами. Ну, кстати, да, мне чуть-чуть мало получилось. 3 раза делали эту майку, просто фиолетово-красный, потому что фиолетовый неадекватно продолжается при печати. Ну вот, вроде более-менее сделали. Здесь фиолетовый вообще ушел в ноль, но я специально обработал, и она более-менее цветами вышла. Мы снимаем, ну и тупим, сколько может часов? 6 часов. Потому что если бы мы просто делали снимки, то было бы намного быстрее, а так, конечно, и видео. Да, мы вообще наснимали, мы, конечно, с субъективным ощущением какой-то просто тонну материала. Мне кажется, его можно год делать. Мы еще ванну не снимали, ванну там пиздец. Ой, блин, точно, ванная. Пойдем сейчас в ванну. Эти штуки тоже классные. Такие необычные. Че, пойди поем. Ну, почти не видно. Bitch, who like shit get hot. Shawty comes when I back. I'm a king. Bitch, go see a bit. Вот и закончилось наше приключение. У меня опять болит горло. Благо у меня есть какой-то йодовый раствор, которым я могу его располоскать и лечь спать. Сегодня мы должны были снимать футболки и майки, но в итоге модель заболела, естественно, в последний момент. И вот мы с Павлом Городниковым, специалистом по заброшенным местам, решили просто посмотреть то место, в котором собирались снимать. Очень бесшумно.
как ниндзя. Ну, да, на фотках можно сделать его очень суровым. А это место для трупов. Выковечим древнюю членопись Тайгера. Мы все ищем лестницу, чтобы подняться наверх. Здесь все заколочено сетками. Собственно, следопыт Павел нас завел в новое место заброшенное. Выглядит как есть в Греции такое строение, которое сделал Рокфеллер, кажется, восстановив их базар древний. Cocaine, so much cocaine. Ну, блин, я даже не заметил, видишь, у кого какие ассоциации. Клевое место. И легко попасть, если тебя не собьет поезд. В этот морозный снежный день, такой морозный, что даже автофокус не хочет работать. Мы собрались с Юлей, чтобы наконец-то поснимать в тех локациях, которые мы с Павлом уже расследовали. И вот мы уже начали день с того, что мы пошли не в ту сторону, и вот возвращаемся, и мы уже замерзли. Ее зашили, блядь. Так, теперь нам нужно проявить вот чудеса паркура и перелезть через эту хрень. Та-да! Революция ли? Чувствуешь комфорт? Смотри, а вот в той дырке там бомжи живут. Мне было очень стрёмно снимать бэк до этого, потому что холодно смотреть на Юлю. Поэтому сейчас я немножко в майке побегаю, а Юля меня пофоткает пока. Но чтобы вы понимали, когда я фоткал Юлю, было примерно так же, только она выглядела очень, ну вот примерно так. Держи. О, давай я тебе кофту сразу надену. Сейчас будешь, у тебя даже шарфа нет, пиздец, как ты ходишь вообще? Человек в Россию приехал. На, шарф. Ты его закручиваешь прям вот, и потом кофту сверху. Уф. Почти как мой контрастный душ. У нас сегодня какая-то запара с автофокусом. Может быть, от холода эта камера охуевает. Не получается вообще ничего снимать, как назло, вы не видите наше все мутарство в холоде. Но вот в этот раз, возможно, у вас получится. Минус 7 градусов. Если я умру от воспаления легких, вы будете знать, что это было ради маек. Мы не смогли найти путь наверх, поэтому все еще снимаем внизу. Юрий немножко согрелась или нет? Кажется, нет. Я уже пару раз наебнулся здесь об какие-то проволоки, блядь. Сейчас доснимаем и поедем на следующий отряд. Спорная майка, за нее голосовали все Ольгины фанаты, когда она сделала репост моего голосования, поэтому я в ней не уверен. Но на тебя, кстати, смотрится прикольно. Так, друзья, мы здесь уже минут, наверное, 25. Мы делаем финал, потому что, ну, что-то тут как-то не так, как мы думали. Сейчас мы еще домовухи попробуем ёбнуть в конце. А для начала, для конца, перед этим поснимаем вот эту майку. О, камера жила. Короче, ребят, результат. Мы сдохли от холода, у нас ноги отмерзли и руки. Камера тоже выключалась 30 раз, потому что там какая-то ошибка линзы была. Кульминацией хаоса стала партия, которую я ждал месяца 2. Она пришла с адским опозданием и пришла бракованная. Причем брак был такой нелепый, все было нормально, просто они были микроскопическими. Вы это помните, возможно, я продавал эти мини-майки за полцены. Но, несмотря на все невзгоды, я таки довел каскад цепочек до финала. И когда все сроки были давно сорваны и давно отснят и смонтирован ролик со стеной, я открыл продажи с 2-месячным опозданием, но практически сразу стал приближаться к окупаемости. Несмотря на то, что мой магазин, заточенный под Штаты, столкнулся с русскоговорящей PayPal не юзающей аудиторией. В 10 раз меньше, чем ожидалось. Теперь, смотря на это с дистанции, я могу точно сказать, что это вообще не такой тривиальный процесс, как я представлял в начале, рисуя идеальные схемы. Сейчас я все еще нуб и только учусь.
объемы очень маленькие. Но старт я, в принципе, взял и уже 3 дропа выпустил, скоро 4-й. И у меня в копилке еще одно окупившееся хобби. Очень приятно это осознавать, то оно не ушло на кладбище других хобби. Ну и я стал намного более уважительно относиться к людям, которые запустили бизнес, смогли его не проебать и не уйти в минус. Такие ребята теперь для меня как очень клевый фотограф. Первый день, как я зарелизил шмотки, иду на почту тестить отправки. Охуенный выпал снег сегодня, я уже думал, будет грязюка. Мне надо отрезать волосы, никак не успеваю это сделать. У меня пока нет системы сортировки и хранения шмоток, поэтому небольшой хаос. Буквально за несколько часов после открытия продаж практически закончились L футболки. Я их делал меньше. Видимо, плохо я представляю среднего своего клиента. В следующий раз придется делать больше. Меня уже немножко замучили запросами на XL, которых вообще нет. Самый большой запрос — это забрать футболки лично. И тоже здесь я начинаю наблюдать такую динамику в сторону хаоса, потому что первые 3 вопроса я еще как бы окей. Но когда их становится очень много, это может стать большим гемором, встречаться с кучей людей. Блин, я просто кайфую от этих деревьев. Ой, еще вспомнил, я хотел напечатать наклеек. Хочется наклейки, чтобы везде клеили, и я себе все обклею ими. 2000 years later. Немного заморочено оказалось сидеть на почте, заполнять эти конверты. Первый блин вышел комом. Я сначала склеил защитную пленку, а потом попытался засунуть туда майку. Естественно, это не получилось. Купил себе кучу пакетов домой, чтобы дом заполнять, потому что вокруг злые бабушки. Столько у меня накопилось бумажек с 40 заказов. Туда все время пытается добраться кошка-игрушка. Второй день иду на почту. Не зря вчера купил 10 пакетов с собой. Мне, кстати, нравится их заполнять дома. Поставили мне двери, я что-то забыл снимать, параллельно заполнял пакеты. За ночь пришли заказы только из Америки и Германии. Русские стали истощаться в первые 1,5 дня. Вон они лежат, эти пакеты, я уже в них майки засунул. Третий день пакеты уже не влезают в рюкзак. Майки уже закончились, футболки заканчиваются. Те, что с глазами. Первый день были только русские, второй день 50-50, появилась Германия, появилась немножко Франция. Сейчас сплошняком Англия, Америка, Франция, Германия. Чуть-чуть русских осталось. Но сегодня объявили санкции новые, так что слабеем. Вообще, конечно, испытываю щенячий восторг по поводу всего происходящего. Но это не то, чтобы из-за того, что там типа майки получились. Я уже рассказывал, что дофамин выделяется от новизны. Так вот, 3 месяца вот этого застойного, очень медленного процесса, когда ничего не менялось, они меня просто и повергли в эту апатию. И сейчас, когда постоянно нужно что-то новое делать, что-то там учить, изучать, отправлять, ходить, общаться с теми бабушками на почте, общаться с разными клиентами из разных стран, уточнять их адреса непонятные. У некоторых адреса состоят из цифр, у некоторых индексы состоят из букв. Короче, это все прикольно, мозги бурлят, и в этом бурлении они выделяют дофамин.